Попытка свержения власти. Уличные протесты переросли в настоящую битву за будущее страны. Что произошло? Военные корабли перешли черту. Страна НАТО обвиняет Россию в ведении агрессивной войны. Кто еще участвует в этой войне? Полный разрыв отношений. Москва прямо угрожает Вашингтону, что заставило Путина перейти к открытому шантажу американского президента. И зачем Трамп отдал приказ срочно задействовать армию? Северная Корея объявляет войну. С кем будет бороться диктатор и есть ли угроза применения ядерного оружия? Эти и другие главные события воскресного вечера 5 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Во Львове уничтожены несколько жилых домов. Погибшие и раненые мирные жители по всей стране. Массированный российский обстрел этой ночью направлен в основном на западные регионы страны. Шахеды демонстративно облетали Киев и область. Россия обрушила на страну один из самых мощных комбинированных ударов за все время войны, одновременно применив дроны камикадзе, кинжалы, калибры и стратегическую авиацию. Под огнем Львов, Одесса, Винницкая, Ивано-Франковская и Запорожская области. Львов стал эпицентром атаки. Город бомбили волнами, сперва шахедами, потом кинжалами и калибрами. В нескольких районах Львова вспыхнули масштабные пожары, горит индустриальный парк Спарроу, улицы заволокло дымом, город частично обесточен, общественный транспорт остановлен. Запорожье пережило серию ударов дронами и авиабомбами, 1 погибший, 10 раненых, повреждены дома, школы, электросети, десятки тысяч человек остались без света и воды. В Кировоградской, Черкасской и Ивано-Франковской областях силы ПВО сбили десятки дронов, но обломки причинили разрушение жилых домов и линий электропередач. Министерство энергетики Украины предупредило, из-за ударов растет риск перебоев по всей энергосистеме страны. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия снова играет в ядерный шантаж, пытаясь погрузить Украину во тьму. Это уже вторая волна массированных атак за неделю, и, судя по масштабам, Москва снова проверяет прочность украинской энергетики перед зимой. Балтика закипает. Датская разведка обвинила российский флот в серии провокаций, которые чуть не закончились столкновениями в проливах между Северным и Балтийским морями. По данным военной разведки Дании, российские военные корабли многократно наводили оружие на датские самолеты и суда, глушили навигацию и выполняли опасные маневры возле территориальных вод страны. Директор агентства на спецбрифинге говорит, что у Копенгагена есть доказательства целенаправленных действий Москвы. Один из российских кораблей, по его словам, уже больше недели стоит на якоре в датских водах, демонстративно не покидая их. Разведка считает, что это сигнал готовности Кремля к эскалации, особенно в случае попыток Дании ограничить передвижение теневого флота, который перевозит подсанкционную нефть. Мы зафиксировали ряд случаев в датских проливах, когда российские военные корабли наводили вооружение на наши вертолеты и суда, а также использовали системы слежения. Тем временем в стране стартовали совместные учения «Крылья обороны», где украинские и датские военные отрабатывают отражение ударов беспилотников на случай, если гибридная война Кремля перейдет на новый уровень. Центр грузинской столицы превратился в зону боевых действий. Баррикады горят, улицы затянуты дымом, а протестующие не расходятся даже ночью. На проспекте Руставели и площади Арбелиани продолжались ожесточенные столкновения с полицией, которая применяла водометы и слезоточивый газ. Толпа сорвалась с места, начался штурм президентского дворца, митингующие бросали камни, загорелись баррикады. Ночь в Тбилиси стала хаосом. Протест, начавшийся как политический митинг, обернулся уличным противостоянием, которого страна не видела со времен революции РОС. Премьер-министр Грузии обвинил посла Европейского Союза в поддержке попытки свержения конституционного строя и возложил на него ответственность за вспыхнувшие беспорядки. По последним данным, пострадал 21 полицейский, один из них в тяжелом состоянии. Возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о госперевороте. Количество задержанных пока не разглашается.
По-видимому, они рассчитывали, что в центр города сегодня придет больше людей, чем пришло на самом деле. Когда они увидели, что уже 8 вечера, а площадь Свободы даже наполовину не заполнилась, они решили форсировать события и немедленно перешли к насильственным действиям. Это было явное и открытое преступление. Мы предупредили, любое насилие на улицах будет иметь последствия. Поводом для протеста стали результаты муниципальных выборов, на которых правящая партия «Грузинская мечта» получила от 70 до 90% голосов при рекордно низкой явке, всего 33,5%. Мэр Тбилиси Каха Каладзе переизбран на третий срок с результатом 71,5%. Оппозиция утверждает, что выборы были сфальсифицированы и называет происходящее битвой за будущее Грузии. Полиция арестовала всемирно известного оперного певца Паату Бурчуладзе, легендарного баритона, когда-то выходившего на сцену с Лучано Паваротти. С трибуны он объявил о создании национального собрания и заявил, что власть в стране переходит к народу. Он призвал МВД не мешать протестующим и задержать лидеров грузинской мечты. Теперь ему грозит до 9 лет тюрьмы. По данным грузинских медиа, 70-летнего Бурчуладзе задержали прямо в клинике. Его обвиняют в призывах к свержению власти и организации массовых беспорядков. Якобы он подстрекал протестующих штурмовать президентский дворец в день муниципальных выборов. Крах российско-американских отношений кроется в незарытом топоре войны. Примерно так Путин описал возможную передачу ракет «Томагавк» Украине. Цитата неточная, но суть передает. Интересно, а с американской стороны знают, что у них неплохие такие отношения с российской? Там были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности, это томагавки и так далее. Ну, я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций. Мир стремительно скатывается к новой большой войне. Об этом открыто заявляет президент Сербии, к слову, не в первый раз. Когда вы повышаете долю ВВП на военные расходы до 5%, а средний показатель 2,1%, это колоссальные деньги, говорит Александр Вучич. To znači da se svi spremaju za sukobe. Да будем совсем отворены. Это значит, что все готовятся к конфликтам, если уж говорить совсем откровенно. Все готовятся к войне. Вопрос только в том, на чьей стороне кто окажется. А мы бы хотели избежать войн. Мы бы хотели избежать столкновений. Сербский лидер добавил, что Белград хочет избежать втягивания в любые противостояния. Но, по его словам, в современном мире никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать. Я надеюсь, вы не такие. Пишите свое мнение в комментариях под этим видео. Это обязательно. Ночью литовская столица внезапно замерла. Аэропорт Вильнюса приостановил авиасообщение после появления в небе загадочных воздушных шаров. Воздушное пространство было временно закрыто, а рейсы перенаправлялись в Ригу и другие города. Десятки вылетов отменены. Источники в экстренных службах сообщают, что шары двигались на большой высоте и могли быть метеорологическими аппаратами, но происхождение их до сих пор не установлено. К утру, по данным пресс-службы аэропорта, работа возобновлена, воздушное пространство снова открыто, но власти не исключают, что инцидент мог быть проверкой систем ПВО и гражданской авиации на фоне участившихся провокаций в небе над странами Балтии. Трамп приказал задействовать армию. Нацгвардия США выдвинулась в один из самых крупных городов континента. После ночи ожесточенных протестов и столкновений с агентами миграционной службы президент Дональд Трамп санкционировал ввод 300 бойцов Национальной гвардии в Чикаго. Белый дом заявил, что военные направлены для защиты федеральных сотрудников и правительственных зданий. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон заявила, что Трамп, цитирую, «не будет закрывать глаза на беззаконие, которое разрывает американские города». Конец цитаты. Приказ был отдан вопреки протестам местных властей, которые настаивали, что ситуация под контролем. Но шаг вызвал мгновенный политический шквал. Оппоненты обвиняют Трампа в милитаризации внутренней политики. По данным Минбезопасности, в Чикаго протестующие напали на сотрудников миграционной службы. Полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями. Сегодня в Чикаго на наших отважных правоохранителей было совершено нападение. Их машины были таранены и заблокированы 10 автомобилями. Один из нападавших был вооружен полуавтоматическим оружием. Я направляю дополнительные силы спецопераций для контроля ситуации. Подкрепление уже в пути.
Массовые выступления против миграционной политики администрации вспыхнули также в Нью-Йорке, Остине и Далласе. Нацгвардия уже дежурит в Калифорнии и Вашингтоне. И теперь, по словам источников в Пентагоне, операция по наведению порядка становится общенациональной. Ким объявляет войну, можно сказать, стал грудью на защиту груди. В Северной Корее началась экстренная кампания против антисоциалистических грудных имплантов по личному распоряжению Ким Чен Ына. Диктатор приказал провести зачистку всех подпольных клиник, где делают пластические операции, назвав их проявлением гнилого капитализма. Женщин с, цитирую, подозрительно выразительными формами и врачей, занимающихся подпольными операциями, отлавливают спецгруппы в гражданской одежде. Подозреваемых могут заставить пройти физическое обследование, а пойманных хирургов и пациенток ждут трудовые лагеря за антисоциализм. В середине сентября в Северной Хванхэ прошел показательный суд над 2 девушками и частным врачом. На скамье подсудимых они часами стояли с опущенными головами, пока прокурор обличал их в потворстве буржуазным обычаям. В качестве улик показали изъятые пакеты силикона, медицинские инструменты и пачки наличных. По версии северокорейских властей, спрос на пластические операции, включая увеличение груди, блефаропластику и татуаж бровей, вызван влиянием буржуазной идеологии на женщин 20-30 лет. Атлантида по-американски. Океан пожирает Северную Каролину. За последние 4 дня Атлантика унесла уже 9-й дом. Новый деревянный коттедж в Роданд-Бич рухнул в воду на глазах очевидцев. Видео с обвалом разлетелось по соцсетям. По данным геологической службы США, берег здесь ежегодно отступает на 3 метра. После ураганов Имельда и Хамберт дюны, сдерживающие воду, разрушились, и теперь волны буквально съедают прибрежную линию. Местные власти бьют тревогу. Десятки домов уже висят над пропастью, а новое обрушение — это только вопрос времени. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.